Брахаспатихи Санно Вишнурукрамаха Намо Брахмане Намасте Вайо Твамева Пратьякшам Брахмаси Твамева Пратьякшам Брахма Вадишьями Рутам Вадишьями Сатьям Вадишьями Танмамавату Тадвактарамавату Авату мам Авату вактарам Ом Шанти Шанти Шанти. So now we are going to just make a fundamental study of the subject yoga of Patanjali. Сейчас мы примем исследование основ йоги Патанджали. This is also called the royal path of yoga. Это также называется царственный путь йоги. This is a very popular term. Yoga is very popular and known to everybody. Йога очень популярный термин, известный всем. But in its true sense, and that is how it is to be in practice, that we are going to have a little study of this. Но мы сейчас постараемся изучить настоящий смысл его и принять подробное изучение. So those who attain the state of yoga, Те, кто достигли состояния йоги, so they can remain in that yogic state они могут оставаться в этом ведическом состоянии. by vanquishing their enemies. Победив врагов. So enemies means not outside, the enemies who are inside. Не тех врагов, которые внешние, а тех, которые внутри. So for this process, there are 8 steps that are described in this path of yoga. И для достижения этого есть 8 шагов, которые описаны на этом пути йоги. So Patanjali, the great rishi, saint, Патанджали — это великий риши и святой, who brought this path of yoga, which is always there since many times immemorial. который принес этот путь йоги, который теперь всегда с нами с незапамятных времен. This is the path which is followed by all the rishis. И этим путем следовали все риши, And which is described and prescribed in the scriptures. и он описан и предписан в Писании. So first I will mention these 8 steps, and then we will try to understand each of them. И сначала я опишу 8 шагов, и мы попытаемся понять каждый из них. The first one is called Yama. И первый из них называется яма. So Yama means regulation. Яма значит регулирование. And the second one is called Niyama. И второй называется ньяма. It means discipline. Он означает дисциплину. Or it is also called rectification. Или выправление. The third one is called asana. Третий называется асана. Regulation — это также наше правило, если точно перевел.
Asana means stability. Асана означает устойчивость. Then the fourth one, Затем четвертый, it's called pranayama. он называется пранаяма. Means it is regulation of the pulsations. Это значит регулирование или упорядочивание пульсаций. Пульсации. Pulsations of pulsations, as I explained you, prana and apana. Это те пульсации, о которых я объяснял, прана и апана. These are the first four steps. Это вот первые 4 шага. The fifth one is called pratyahara. И пятый называется пратьяха. Pratyahara means absorption. Absorption. Пратьяхара означает погружение, поглощение. Как Absorbing. как поглощение. Обсервация. Поглощение. Поглощение. Погруженность. We don't entirely understand absorption. Any other words for that? Yes, when I one by one when I explain, then Мы дойдем, когда будем подробно их объяснять, смысл этого. sixth one is dharana. И шестой это дхарана, Is contemplation. созерцание. Absorption means withdrawal. Это значит отвлечение, отвод. Отвлечение ума от объекта чувств. Pratyahara means absorption or withdrawal. Yes, now understood. And dharana means contemplation. Next, seventh is dhyana, И седьмое это дхьяна, meditation. это медитация. And the eighth one is called samadhi. И восьмое называется самадхи. That means attainment. Это значит достижение. So these are the 8 steps which you find explained in many of the scriptures, text of the scriptures. Это 6 шагов, объяснения которых вы найдете во многих писаниях. And also the text of the tantras also. И также в тексте тантры. So for yoga, tantra and all these, because they are all connected sciences. Потому что все эти науки связаны между собой. So this is the only path that is prescribed from time to time. И это единственная часть, которая приписана, бывает приписана периодически, время от времени. Which we come across in the Vedic hymns. С которой которую мы встретим в ведических гимнах. So Patanjali has taken the same steps, 8 steps, Патанджали взял эти 8 шагов and gave through his aphorisms, his sutras. Sutra means aphorisms. и
и изложил их в сутрах. А сутра это значит афоризм. So all these 8 steps, Все эти 8 шагов they are achieved достигаются by a perfect practice. совершенной практикой. Because these are not just something which are to be known by theory, but it is all science of yoga is to apply in our daily life. То есть наука йоги не такая, что постигается только в теории, она должна быть приложена в нашей повседневной жизни. Because generally now everywhere around the world, Сейчас обычно повсюду в мире just by the term yoga, everybody, most of the people think that yoga is only doing some physical exercises. сейчас очень многие люди под названием йога думают, что это только выполнение физических упражнений. Physical exercises are included in this process at certain step. Физические упражнения, они включаются в этот процесс как определенный шаг. But that is not only the physical exercise. Но это не только физические упражнения. It is on all the levels you have to apply. Это на всех уровнях должно Especially прилагаться. How to use our faculties, our mind and powers, the faculties of mind. Особенно это касается того, как мы должны использовать способности нашего ума. So practice of yoga should be integrated with our life. Так что практика йоги должна быть неразрывно интегрирована в нашу жизнь. And it should reflect how we think, how we behave in our daily life, Она in our должна transactions. отражаться на всех наших действиях, как мы думаем и как мы действуем в повседневной жизни. Now we try to get into each of these steps to understand. Сейчас мы постараемся разобрать каждый из этих шагов, чтобы их понять. So the first step is yama. Так что первый шаг это яма. So you know yama is also, you find in the Puranas and the scriptures, yama is the name of the Lord of Death. В Писаниях и в Пуранах по ним вы знаете, что яма это также имя Господа смерти. So he is the Lord to regulate us to, he is always the Lord who makes a regulation. Because Lord of Death means that is also process of regulation. И Господь смерти это значит, что Он также руководит процессом регуляции. So this first step, yama, Так что первый шаг это яма. it regulates the activity of our machine, our body. Это он регулирует деятельность нашей машины, нашего тела. On the physical, mental and etheric vehicles. На уровне физического, эфирного и ментального проводников. About the physical, we have some knowledge, not completely also, but about the etheric and mental, still we have to know more deeper. Мы About the physical vehicle, о физическом проводнике. we have some knowledge because Мы все имеем какое-то it знание, is external. потому что оно он внешний. But about the etheric vehicle and mental vehicle, Но об эфирном проводнике и ментальном проводнике we have to know more deeper. мы должны узнать более глубоко. So therefore, here in the first step, yama, Так что поэтому на первом шаге яма. so this process includes certain procedures. Этот процесс включает определенные методики. So the first procedure is what is called ahimsa. И
Первая методика, которая сюда включена, это ахимса. Ahimsa means harmlessness. Это значит не причинение вреда. In Sanskrit, himsa means harm. Химса на санскрите значит вред. When you put a before anything, it is negation. Когда Ahimsa. мы прибавляем а перед этим, это отрицательное. Частица, это значит отрицание. So ahimsa is generally translated as non-violence, but more precisely harmlessness. Очень часто ахимсу переводят как ненасилие, но более точно это значит не причинение вреда. So this ahimsa, this harmlessness is on the physical plane. На ахимса значит на физическом плане ненасилие. That means physically also you must practice that you will not make any harm to anybody. То есть вы должны физически практиковать не причинение вреда никому. But that is not just enough. Но этого только недостаточно. You have to apply every one of these on 3 levels. Вы должны прилагать это на всех 3 уровнях. There are 3 instruments, main instruments in us. В нас есть 3 главных инструмента. They are called 3 karanas. Karana means instrument. Это называется 3 карана. И карана это и есть инструмент. One is our body. Одно это наше тело, Another is our speech. другое наша речь, And the third one is our mind. и третье это наш ум. So this harmlessness is to be applied in all these 3 levels. И вот это не причинение вреда должно применяться на всех этих 3 уровнях. So you may not harm physically, but with your speech you can harm another person. Потому что вы можете не причинять вреда физически, но своей речью повредить другому человеку. So you have to practice to use your speech in such a manner that no harm is made to anybody with your word. Так что вы должны использовать свою речь таким образом, чтобы не причинить никому вреда своим словом. Это важно. That is why I told you speech is also a powerful instrument. Потому что речь это тоже мощный инструмент. With your speech you can elevate the other person, you can encourage, you can elevate the other person. Вы можете своей речью поднять другого человека. Or if you use your speech negatively, you can destroy the other person. Но если вы используете свою речь негативно, вы можете уничтожить другого человека. So therefore, harmlessness to be practiced not only the body but also with the speech. Потому непричинение вреда надо практиковать не только телом, но и в речи. And then mind is another powerful instrument. И затем ум еще один мощный инструмент. So you have to practice that harmlessness should be applied at the level of mind. So in your thought also, you should not make any harmful thought towards anybody. Так что непричинение вреда должно практиковаться также и на уровне ума, чтобы в своих мыслях вы не допускали таких мыслей, которые могут причинить кому-либо вред. So all this practice, so practice of yoga means you have to practice each step. Harmlessness, for example, you have to practice on all these levels. You have to put into practice constantly. И вот это вот непричинение вреда на этих 3 уровнях надо практиковать непрерывно. That means when you have to practice harmlessness with your mind, that means you have to constantly watch your mind, what type of
thought it is producing. То есть, например, практикуя непричинение вреда умом, вы должны постоянно следить за своим умом, проверяя, какие типы мыслей вы используете. This is possible when you are not identified with your mind. А это возможно, когда вы не отождествляетесь со своим умом. You should be an observer. You practice observing your mind. Вы будете наблюдателем, и вы практикуете наблюдение за своим умом. So that this harmlessness is practiced with your thought. И, соответственно, практикуете не насилие в мысли. В том числе и себе. Non-violence to ourselves too. Yes, of course. Конечно. It is the same. If you are violent towards yourself, if you are violent towards others, it is the same. Это одно и то же. Будете ли вы проявлять насилие к себе или другим? You know, because this instrument, Потому что это инструмент. we always think that we are the owner of this, И мы всегда думаем, что мы его хозяин, and this is our own property. что это наша собственность. But in fact, this is not our own property. Но фактически это не наша собственность. This is given to us. Он нам дан. How can you own this? Because it is not by your own effort that you got this. Как вы можете это хотеть, если вы это имеете не благодаря своим усилиям? If you have purchased this like your house, if I have purchased a house with my money, I can say this house is mine, but Например, it is not purchased by us. This is not, you cannot purchase this. Допустим, если мы купим дом, мы будем считать, что это наша собственность, но ум мы купить не можем. There is a higher purpose for which it is given to us. every one of us. Но есть высшая цель, почему он нам дан, всем нам. That is why the teachings of the scriptures say Учитель в Писании говорит, that this body это тело, is the primary instrument given to us это первичный инструмент, данный нам, to attain dharma. чтобы достичь дхармы. And also it is said Также там сказано, that this body is a holy temple. что также там сказано, что это тело святой храм, Because it has the Lord consciousness in us as the sanctum sanctorum inside. в нем есть сознание Господа, как имеющаяся в нем святая святых. So therefore we are expected to Потому от нас ожидается, keep it, because when there is a temple, what we do, everybody will try to keep the temple clean and in a good condition. когда есть какой-то храм, то все пытаются его держать в чистоте и в хорошем состоянии. Everybody, when you go in temple, you feel that sanctity, you keep. So in the same manner, И приходя в храм, вы чувствуете там святость. И точно таким же образом you have to deal with your body also. нам нужно со своим телом обращаться. I cannot say that because this is my own property, I can do what I like. Мы не должны говорить, что поскольку это моя собственность, мы можем делать с ним все, что хотим. Because of ignorance, we may feel that, oh, this is my own, so therefore I can do what I like. Из невежества мы можем думать, что это мое, и мы можем делать все, что нам захочется с ним. So when you know this higher purpose, then you will know how to deal with this. Но когда вы знаете его высшее назначение, вы знаете, как с ним обращаться. So therefore, ahimsa to be practiced with yourself, with others also. Потому ахимса касается по отношениям как к другим, так и к себе. You know what is the meaning of the sentence in the gospel that love thy neighbor as thyself? Поэтому вот такой смысл в высказывании в Евангелии: люби своего ближнего как себя самого.
It is not just try to love the other person as thyself. Why as thyself? That what does it mean? То есть, что это значит любить другого как себя? Whom you love very much. Кого мы любим очень сильно? You may say, I love my wife, I love my children and all these Мы things. можем сказать, я люблю my жену, детей, мужа. But you question yourself, whom you love very much. Но если мы спросим себя, кого мы любим очень сильно, You love yourself first. мы любим в первую очередь себя. Without this, you can't be in this body. Без этого мы не могли бы быть в этом теле. If you lose the love to live in this body, then no more you can live in this body. Если вы потеряете любовь к жизни в этом теле, вы больше не будете жить в нем. So it is quite natural that you love yourself very much. Потому совершенно естественно, что мы любим себя очень сильно. But what this sentence says is, yes, you love yourself very much, but love your neighbor also as yourself. Но это высказывание гласит, что в то время, как вы, любя себя очень сильно, любите и своего ближнего так же, как вы любите себя. That means you remember that the same spark of light is there in the neighbor also. Then you will love equally. You love yourself, you will love your neighbor. Помня, что та же самая искра жизни, и в других тоже, мы их любим точно так же. So there is no difference if you kill other person or if you kill yourself also. Так что нет разницы, убьем ли мы другого человека или убьем себя. So you have no right to do any harm to this body because this is given by higher forces. Так что вы не имеете права причинять вред этому телу, потому что оно дано нам высшими силами. Как же битва на первых шеях, столько народу запрещили? И объяснили, что хорошо. Спроси, Кость. So that is one process which we have to, that is one procedure. And another procedure is Это был первый метод, а второй satyam, сатьям. means truthfulness. Это значит правдивость. So again you have to apply on the three levels as I told you. И его нужно тоже применять, этот метод, на 3 уровнях. So truthfulness with your body, and also truthfulness in your speech, truthfulness in your thinking. Правдивость в своем теле, в своей речи и в своем мышлении. You know, it is explained, the teachings of the scriptures is, what is explained is that when you have no, between these two, your action means with your body. То есть в Писании объясняется, что не должно быть расхождения в действии вашим телом. Action, speech and thought, if there is, в речи и мысли. if there is no difference between these two, Если это значит, что не должно быть разницы. that means what you think, То, что вы думаете, you have to speak. это вы должны говорить. What you have to speak, you have to put in action. Что вы говорите, то вы должны приводить в действие. So when you practice this perfectly, Так что, если практиковать это совершенно, then you are on the path. тогда вы на пути. So if you think something and if you speak something, then what you have thought, if you think, you have think in some direction. And
you speak something different what you have thought. Бывает, что вы думаете в одном направлении, а говорите что-то отличающееся от того, что вы думали. And your action is